Если вы ищете какие-нибудь хитовые игры, которые выйдут в 2024 году, то я подготовил для вас список популярных AAA игр, которые появятся в ближайшее время. И если в этом списке есть игры, которые вас заинтересовали и вы хотели бы в них поиграть, обязательно напишите об этом в комментариях. Crimson Desert – ожидаемая многими игровыми фанатами RPG-игра, которая обещает удивить своим масштабом, глубиной сюжета и захватывающим игровым процессом. Разработчик Pearl Abyss, вдохновленный популярной MMORPG Black Desert Online, создает новый мир, который обещает стать еще одним шедевром в мире фэнтезийных RPG. Игрокам будет предложен огромный мир, множество локаций. Геймплей игры будет сочетать в себе элементы экшена, ролевой игры и онлайновых возможностей. Разработчики обещают множество уникальных персонажей, каждый из которых будет иметь свою историю, мотивацию и свое место в мире Crimson Desert. Игровой мир наполнен красочными локациями, уникальным дизайном персонажей и потрясающими спецэффектами. Разработчики уделили особое внимание деталям, создавая атмосферу, которая погружает игрока в удивительный мир фэнтези. Black Myth: Wukong. Это ролевой экшен по мотивам китайской мифологии. Его сюжет основывается на романе «Путешествие на запад», одним из 4 классических романов китайской литературы. Игра повествует о Сунь-Укуне, короле обезьян, легендарной фигуре в Поднебесной. Наш герой обладает феноменальными способностями. Он может превращаться в мелких насекомых, огромных монстров, создавать своих двойников, а главное, он в совершенстве использует свой посох в качестве боевого оружия. Игра обещает уникальное игровое исследование мира, где игроки смогут полностью погрузиться в волшебную китайскую атмосферу. Игра обещает превосходную графику с использованием Unreal Engine 4, виртуозную боевую систему, разнообразные атаки и способности главного героя, а также фантастический открытый мир, наполненный загадочными существами. Dragon's Dogma 2 войдет в число крупнейших игр Capcom AAA уровня на 2024 год, после выхода первой части в 2012 году. Действие игры разворачивается в том же мире, что и первая часть, но в совершенно новую эпоху. Как и в первой игре, в Dragon's Dogma 2 будет представлена глубокая система боя, возможность выбирать из множества различных классов и настраивать своих персонажей с помощью широкого спектра навыков и способностей. Dragon's Dogma 2 также будет включать в себя обширный открытый мир, который игроки смогут свободно исследовать. Мир будет наполнен разнообразными локациями от пышных лесов до заснеженных гор, каждая из которых будет населена уникальными врагами и существами. Star Wars Outlaws. Действие игры происходит между событиями Империя наносит ответный удар и возвращение джедая. Игрокам предстоит путешествовать по галактике, браться за непривлекательные и опасные задания, сотрудничать с одними фракциями, ссориться с другими, в общем делать все, чтобы выжить и вместе с тем насолить Империи. Боевая система будет сочетать стелс и сражения в открытую. Также в игре будет присутствовать сражения с участием техники, космические битвы и разветвленные диалоги. Pretty well, right?
Stellar Blade. Находящаяся в разработке AAA компьютерная игра в жанре Action-Adventure, разрабатываемая корейской студией Shift Up. Ее должна выпустить компания Sony Interactive Entertainment для PlayStation 5 в 2024 году. Действие игры происходит в будущем, на постапокалиптической земле, где игрокам предстоит сражаться с монстрами-нейтибами с помощью холодного оружия. В Stellar Blade игрокам будет представлен набор уникальных навыков и способностей, которые можно улучшать по мере прохождения игры, и которые помогут в сражениях с широким спектром врагов, каждый из которых обладает уникальными способностями и атаками. Помимо боя, в Stellar Blade также будет присутствовать элементы исследований и решения головоломок. 사람들을 태우고 거미줄처럼 도시를 누비던 교통수단이지. 뭐 다 지난 얘기지만 말이야. 잠깐이. 네이티브가 시체에 기생하고 있다니. 매복이야. 그날 이후 지성의 도시들은 모두 예비처럼 폐허가 됐어. 잘나신 분들은 우주로 달아나고 나간 놈들은 이곳에 버려졌지. Final Fantasy VII Rebirth. Игра в жанре ролевого экшена, которая вышла 29 февраля 2024 года. Геймплей сочетает в себе экшен в реальном времени с элементами стратегической и ролевой игр. Повествование и сражения разворачиваются в режиме реального времени, в то время как игровой мир стал значительно больше по сравнению с Мидгаром из Remake. В Rebirth предусмотрена гибридная модель стандартного экшена и системы Active Time Battle из Final Fantasy VII Remake, при которой игроки могут выбирать при помощи команды специального меню физические и магические атаки, а также предметы, изменяющие характеристики персонажей. В момент активации меню сражения приостанавливаются. Игроки в состоянии улучшать характеристики персонажей с помощью древа навыков. Также известно, что в игре вдвое больше побочных заданий, чем в ремейк. Yeah, I ask because I suspect there's soldiers suffering from cellular degradation. Do not be deceived. You know the truth. Trust in me. Sephiroth! Come on! On me. Silent Hill 2. Это предстоящий ремейк классической психологической игры ужасов Silent Hill 2, выпущенной в 2001 году. Ремейк разрабатывается польской студией Bloober Team и издается Konami. Silent Hill 2 ремейк следует за историей Джеймса Сандерленда, который получает письмо от своей покойной жены Мэри, в котором она просит его встретиться с ней в городе Silent Hill. Джеймс отправляется в город, чтобы раскрыть правду о смерти своей жены и столкнуться со своими собственными внутренними демонами. Ремейк будет иметь полностью обновленную графику и звук, что позволит игрокам заново пережить ужасы Silent Hill с современным уровнем детализации. Боевая система в игре переработана, чтобы сделать ее более плавной и отзывчивой. Ремейк сохранит классические головоломки и элементы исследования, которые сделали оригинал таким запоминающимся. Ремейк будет включать новые концовки, которые расширят историю и предоставят игрокам больше возможностей для принятия решений. But it's all over now. I don't need you anymore. I'm ready. Mary?
Rise of the Ronin. Предстоящая AAA ролевая игра с открытым миром. Разрабатываемая Team Ninja в сотрудничестве с PlayStation Studios XDev и издаваемая Sony Interactive Entertainment. Релиз запланирован на 22 марта 2024 года. Как и в предыдущих проектах Team Ninja, в Rise of the Ronin будет возможность создать собственного персонажа. Герой может использовать широкий спектр оружия, такого как катаны, и различные виды огнестрела. Также будет предусмотрен нелинейный сюжет. В ключевые моменты игрок может встать на сторону различных неигровых персонажей или сражаться против них, влияя на дальнейшее повествование. Игрокам будет предложен захватывающий и реалистичный сеттинг периода Эдо, инновационная боевая система, сочетающая самурайские традиции и огнестрельное оружие, глубокий и захватывающий сюжет, основанный на реальной истории, а также огромный открытый мир, наполненный деталями и историческими достопримечательностями. I will watch over you all as your blades carve a new future. Your time has come. Without remorse. If the drum drives the rhythm, then the river directs the flow. Let's do this together. How many mountains must you move to alter the river below? Let us not forget the pain of Master Shoin and the countless others who have suffered. А на сегодня это все, ребята. Если вам понравилось данное видео, не забывайте подписаться, поставить лайк и оставить свой комментарий. Всем пока!